Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кому плохо без тебя? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И продолжаем знакомиться. Напишите, пожалуйста, сколько лет вы были в браке. Либо же, если это там даже гражданский брак, либо длительные отношения, которые разрушились, напишите, сколько лет вот вы были в этих отношениях, либо в браке. Итак, смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так. Хочется любви. Ах, как хочется любви. Вы, вот знаете, у вас уже начинается такое состояние, что вы уже готовы к новым отношениям. Уже меня это радует, да, потому что довольно часто в раскладах мы видим, что, ну, наоборот, совсем плохо. То сейчас совершенно другая ситуация проигрывается. Как будто вот вы оживаете, да, вот пришла весна, цветы распускаются, и точно так же и вы начинаете открываться к новым отношениям. Вы уже, может быть, кто-то пытается знакомиться, да, кто-то в интернете, кто-то в жизни. Ну, то есть такие могут быть маленькие робкие шаги. Нехватка вам именно любви, именно вот эмоций, любовных эмоций не хватает. Но я говорю сейчас именно о серьезных отношениях. Потому что это не те отношения, которые на один раз, либо же временные. Вы настроены серьезно. Вы такой вообще добытчик, вы очень семейный, вы любите детей. Даже может проигрываться, что некоторые из вас еще хотели бы детей, да, вот если бы там, тем более позволяли финансы, да, любимая женщина была, возраст, может быть, если бы позволял. Ну, то есть вы были бы не против еще лялечку поиметь. Так, что еще у вас происходит? Вы вообще такая, вы знаете, романтичная натура. Очень романтичная натура. Плюс еще проигрывается, что вот вы, может быть, даже скучаете очень сильно за своими детьми, да? Когда вот вы встречаетесь, пусть даже если это редкие встречи, это может быть настолько вот, знаете, вот веселье какое-то, когда вы дурачитесь с детьми, когда вы возите их там в парк на отдых, еще куда-то. Ну, то есть вы с детьми, когда встречаетесь, вы очень классно проводите время, и весело, и активно, да, и вкусняшки разные им покупаете. Ну, то есть вот как папа вы очень хороший. Но у некоторых может проигрываться, что у вас вот именно встречи с детьми – это как головная боль. Ну, в том смысле, что жена может либо ограничивать, ну, бывшая, может либо же ограничивать, да, либо запрещать встречаться с детьми, что вам хочется, вы рветесь, да, вот вы настолько рветесь к ним, но либо же это очень редкие встречи, либо же она вообще ультиматум какой-то поставила, что нет. Итак, давайте-ка посмотрим, какая женщина пришла к нам на расклад, которой плохо без вас. Так. Это одинокая женщина. Я думаю, это одинокая женщина с ребенком. Причем, знаете, вот проигрывается, что вы могли быть с ней либо же в отношениях, либо это был какой-то роман. Она любит зверей. Она очень такая вот, ну и домашняя. И, ну, домашняя в том плане, что она больше домоседка. Вот она такая не тусовщица, нет. Но тем не менее, эта женщина, вот когда она с вами была, она обобрала вас как липку. Вот она просто вот доила вас, как Сидорову козу.
Это женщина, с которой вы довольно неплохо проводили время в тот период, когда вы были вместе. Это не обязательно, кстати, бывшая. Это может еще проигрываться какой-то любовный роман. Это может быть роман в командировке, да. Но, тем не менее, на нее вы тратились. Вот вспоминайте, да, вот насколько резонирует. Вы на нее много тратились, вы могли ей много подарков дарить. Ну, то есть сейчас она, да, она одна, она с ребенком осталась. Мужчины у нее нету. Это были, знаете, это могли быть еще неравнозначные отношения, да, которые закончились, однозначно закончились отношения. Какие-то неравноценные, я даже не знаю, какие слова подобрать, да. Плюс еще может проигрываться, что она не совсем той внешности, которая вам нравится. Ну, допустим, кому-то нравятся худенькие, она могла быть, наоборот, полненькая. Либо же наоборот, да. Либо это еще может проигрываться любовный роман, допустим, с замужней женщиной. Ну, то есть это что-то было необычное. Сейчас оно закончилось. Да, вот эти отношения закончились, но женщина вас помнит. Скорее всего, женщина-брюнетка, моложе вас. Она стройная, она мечтательная, но в то же время в ней как-то много негатива. Вот она может то ли своими этими негативными мыслями может накрутить и себя, и всех вокруг. Вот какая-то она такая не очень приятная дама. Хотя в свое время у вас был с ней и позитив был, но как липку она вас точно обобрала. Много вы на нее тратили. Здесь, скорее всего, проигрывается измена. Измена этой женщины. Когда она была с вами в отношениях, она параллельно романила и с другим. Так. Ну вот почему-то, да, вот все равно я склоняюсь, что это не жена бывшая. Вот я склоняюсь, что эта женщина была на расстоянии. Это какой-то либо роман ваш. Ну, потому что она вас ждала, расстояние мне идет. Было расстояние между вами, но это не бывшая, нет. Но она вас, тем не менее, и доила и на деньги, вы вкладывались. Вы могли как-то изворачиваться, выкручиваться. Так. Ну, она вами манипулировала, я вам скажу. Она вами манипулировала. Но все равно я склоняюсь больше, что это какой-то левак был ваш. Это роман какой-то был. Давайте-ка посмотрим, почему же она скучает за вами. Что же такое произошло? Во-первых, она осталась одна. Она осталась без мужчины. У нее сейчас не очень хорошее и финансовое положение, и вообще ей на душе грусть, печаль, тоска. У нее произошло какое-то событие, которое стало для нее очень отрезвляющее. Такой холодный душ своего рода. Давайте уточним, что это за событие. Мужчина, с которым она разошлась, он какой-то то ли ультиматум ей поставил, какие-то очень такие кардинальные условия. Как-то в угол ее загнал, что очень сильно ее напрягло. Это может быть и по финансам он ее ограничил, да. Может быть, еще какие-то, я не знаю, без квартиры оставил, там, без денег, без всего. Ну, то есть у нее очень нехороший осадок после него остался. Там большой был скандал. Очень непростые отношения. То есть она осталась сейчас у разбитого корыта. А почему же она тогда вас начала вспоминать? Вот посмотрите, она, кстати, даже ждет от вас весточки. Она ждет. Она хочет, чтобы вы к ней пожаловали. Она была бы не против еще с вами зароманить. Она начала вспоминать те времена, когда вы были вместе. Она начала грустить за вами. Да, она вспоминает именно, любовный роман мне идет, и все, ребят. Ну, это не жена бывшая. Я больше
Вам, конечно, виднее, но я склоняюсь больше, на расстоянии однозначно она где-то была. Причем, получается, смотрите, она и вам как бы изменила, да? Это, конечно, трэш, да, когда любовница изменяет, но это вообще. Она вспомнила вот те ваши отношения, потому что, других у нее таких особо не было больше, чтобы вот таких вот классных своего рода. Пусть вы даже, допустим, небольшой отрезок времени с ней были, но все равно это были классные отношения. Это было и страстно, и романтично, и эротично, и, вообще, и по финансам вы ее обеспечивали, и подарками задаривали. То есть после вас не было у нее таких романов больше. Да, она рожки наставляла своему мужчине, она с вами наставляла, а потом вам же еще с другим наставила. То есть получается там вообще капец-капецкий, короче. Далее. И теперь она осталась у разбитого корыта, и она начала вот за вас думать, вспоминать. Так. Снова ей захотелось романтики, отношений. Вот у нее просто, знаете, вот одиночество. Одиночество, ей хочется, чтобы снова кто-то поухаживал за ней, кто-то ей там, не знаю, вкусняшку купил, снабдил чем-то, да. Вот просто из-за того, что ей плохо. Она вот понимает, что нужно было, причем она думает, что надо было как-то поумнее, да, вот когда на два фронта. Вот она думает, что она накосячила, но если она проявится, вот почему-то она уверена, что если бы она к вам проявилась, вы бы ее приняли. У нее, кстати, даже мысли такие есть, написать, либо же позвонить вам, вот как-то пересечься. Но это будет не в ближайшее время. Я думаю, она проявится. С чем она пожалует? Опять же, вот интим. Она пожалует с интимом, предложит как бы провести опять время. Давай попробуем вернуть хоть что-нибудь, да, в песне поется. То есть такая вот у вас левачок такой, не очень-то простой. Я смотрю, женщины, что законные, что вот эти, которые левак так называемый, да. Вот как-то, реально мир перевернулся, что человек чисто вот в каких-то корыстных целях вспоминает, да. Кто-то ради интима, потому что рядом никого нет, кто-то ради денег, кто-то два в одном. Хоть бы одна, да, вот, казалось бы, просто вспомнила, потому что вот были чувства, хочется вернуть, потому что чувства не прошли, да. Вот постоянно деньги, деньги, деньги. Это трэш. Я думаю, она объявится, да, объявится, может, даже скорее через СМС, вот через известие, СМС, звонок. Она попытается, но опять же говорю, это будет не ближайшее время. И это будет чисто так, знаете, зароманить, снова вспомнить ваши былые времена. Но опять же, она не задумывается, что она вам изменила, как бы, да. А давайте-ка проверим вообще, получится или нет у нее что-то с вами вернуть вообще. Так. Нет, у вас не получится с ней ничего. Не получится вернуть, потому что вы уже посмотрите на нее совершенно другими глазами. Вы как бы, уже с другого ракурса, что ли, на нее посмотрите вот спустя какое-то время. И вы увидите, что она совершенно не такая женщина, которой вы ее воспринимали раньше. Нет, повторного романа не получится. Интересно, а вы знали, что она изменяла вам или нет? Нет, вы не знали, что она вам изменяла. Вы не знали. Она так обкрутила это все, обставила, что вы даже не догадывались, что изменяла. Да, вы расстались через какое-то время. Вы расстались. Но вот расстались именно, знаете, по житейским каким-то вопросам. Не потому, что вот вы с ней поссорились. Вот вы расстались, как бы так карта легла, так сложилось, да, бывает просто жизнь вот по тем или иным причинам разводит людей.
Тем более, что у вас были свои отношения, у нее там свои были. То есть вы так пороманили, и по-тихому как-то на нет оно все сошло. Но она, тем не менее, вспомнила. Вспомнила, как было хорошо когда-то. Почему бы не пороманить заново, но ничего у нее уже не получится. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!